Многие люди, которые общаются с мусульманами, сталкивались с такой проблемой, что мусульмане не слышат и не понимают, что им говорят, как будто какая-то стена. Более того, уверен, вы сталкивались с удивительным феноменом, когда мусульманин утверждает то, во что сам не верит. Ну, например, мусульмане повсеместно утверждают, что брак на 6-летней девочке, что был у Мухаммеда, это нормально и в этом нет ничего плохого. Но спросите у этих же мусульман, у матерей маленьких дочерей, готовы ли они отдать свою маленькую 6-летнюю дочь за мужика, которому 50 с хвостиком, и у которого уже 3 жены. Спросите у отцов, готовы ли они пойти на такой шаг. Все из них будут говорить, что не пойдут на такое и не допустят этого. Но буквально минуту назад эти люди говорили вам, что не видят ничего плохого в действиях Мухаммеда. И как мы знаем, Коран, Сунна и Шариат даны до конца дней, а значит, эти правила являются нормой и действуют сегодня. Другой пример. Мусульмане любят говорить о чистоте ислама, что вокруг разврат и проституция, а вот ислам – чистая религия. Но как только вы приведете им пример из ислама, что Мухаммед узаконил проституцию и в качестве платы были, к примеру, финики и одежда, то мусульмане будут защищать Мухаммеда, мол, это вынужденная мера. Когда спрашиваешь у таких мусульман, готовы ли они были во времена Мухаммеда отдать свою дочь за пару фиников кому-то в утеху на пару дней, то слышишь ответ «ни за что». Хотя минуту назад эти люди говорили о чистоте ислама и о том, какой Мухаммед показал хороший пример. Возникает некий парадокс. Мусульмане утверждают и провозглашают то, во что сами не верят. Вот тут и происходит надлом и внутреннее противоречие мусульман. С одной стороны, они подсознательно понимают, что это аморальность, но с другой им нужно ее защитить, ведь если этого не сделать, то получится Мухаммед аморальный, а им с детства говорили иначе. Мы не говорим о вере. Вера – это совсем другое. Я могу верить, что Бог есть. Но я не могу верить, что проституция – это не аморально, потому что ее делал Мухаммед, но плохо по отношению ко мне, потому что считаю это аморальным. Это не вера, это двоемыслие и внутреннее противоречие. И на этом построен весь ислам, на противоречивости всего и вся. Вся жизнь мусульманина сводится к внутреннему противоречию. Они должны противостать фактам и истине, а иначе все, за что они держались всю жизнь, разрушится. Как только мусульманин разрушает себя изнутри, как только он делает выбор защищать Мухаммеда и ислам вопреки здравому смыслу и даже вопреки себе, тут и строится та стена, которую не пробить истиной, фактами и любой правдой. Все, даже если вы приведете самой невероятной глубины правды и истины, мусульманин будет отвергать. Он встанет на сторону защиты Мухаммеда и ислама. И даже если вы будете приводить наихудшие истории, связанные с Мухаммедом, мусульманин встанет на их защиту, даже если бы он сам никогда этого не допустил в своей жизни. Вот как раз таки здесь и начинается тот момент, когда мусульманин возводит стену, и ни один факт, ни одна правда, ни одна истина, какой бы она ни была, не разрушит эту стену. Бог не узурпатор и не пойдет против воли человека. Лишь человек выбирает свой путь. Поэтому любая истина, какой бы она ни была, будет отвергнута мусульманином. Если вы считаете, что это невозможно, то изучите, что означает такой термин, как конформность и конформизм. Вдобавок изучите такой феномен, как стокгольмский синдром, и вы поймете, что все это не просто возможно, а реально. Так называемые ученые ислама – это люди, которые создают конформных мусульман. Другой аспект, на который стоит обратить внимание, это страх. Страх покинуть религию, ведь этот шаг приводит к смертной казни. Страх быть оставленным и полным изгоем, ведь как только мусульманин отказывается от своей веры, где смертная казнь невозможна по причине, что в этой стране не действует шариат, то все его близкие отворачиваются от него. Страх задавать вопросы своим лидерам, ведь это расценивается как неуважение к лидеру и позор ложится на всю семью. Страх – это хорошее средство для манипуляций человеком. И неудивительно, что весь букет всевозможных инструментов для манипуляции и программирования мы находим в исламе. Саморазрушение самосознания и противоречивое двоемыслие делают человека марионеткой. Их взращивают такими с малого детства, программируя защищать ислам любой ценой, даже если они сами в это не верят. И такой мусульманин считает свое поведение истинно верным, а всех остальных заблудшими. В итоге перед нами предстает мусульманин, который является жертвой, но защищает своего обидчика, который видит несоответствие и противоречие, но он конформный и защищает противоречия, который борется с истиной и правдой, который может видеть и понимать эти противоречия, но его создали проглатывать их и не задавать неудобных вопросов из-за страха стать белой вороной. Сама жизнь мусульман является опровержением ислама. Великий обман, когда человек сам себя опровергает, но он даже не подозревает этого.
Вот почему мусульмане не слушают вас, не собираются слышать, и почему, говоря им самые простые вещи, перед вами предстает глухая стена, которая отвергает даже самую очевиднейшую истину, которую бы поняли даже младенцы. Выход новых видео зависит от ваших пожертвований. Поддержите наше служение. Ссылка в описании.